Сегодня утром Генеральная прокуратура Российской Федерации и антикоррупционный комитет во главе с Никитой Михалковым дал полную информацию о известных певцах и артистах, которые на данный момент находятся в местах лишения свободы, а также против кого ведется следствие и открыты уголовные дела. Для всех известных людей российского шоу-бизнеса, которые на данный момент находятся за решеткой, общее уголовное наказание составляет 50 лет лишения свободы. Родной брат известного певца Валерия Меладзе, композитор и поэт-песенник Константин Шатаевич Меладзе. Еще летом прошлого года вместе со своим братом Валерием Меладзе известный композитор совершил трагическое ДТП в стране Монако, в результате которого погибла семейная пара туристов из России. После долгого судебного разбирательства Константину Меладзе назначили уголовное наказание 8 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества. К слову сказать, что для Константина Меладзе это уже второе трагическое ДТП. Несколько лет назад по его вине в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина. Известный эстрадный певец Александр Николаевич Серов. Ровно год назад во время новогоднего празднования эстрадный исполнитель совершил неадекватный поступок. Будучи в состоянии алкогольного опьянения на одной из центральных площадей города Москвы во время новогоднего праздника, он натравил двух своих бойцовских собак на семейную пару из города Калининграда. Погибла 25-летняя женщина, а Александра Серова приговорили к 7 годам лишения свободы. Однако в тюрьме у Александра Николаевича произошел сердечный приступ, и он был выпущен на свободу. Однако совсем недавно антикоррупционный комитет потребовал возобновить уголовное дело против Александра Серова. Печально известная семья российского композитора Дмитрия Маликова. Год назад история дочери Дмитрия Маликова облетела весь российский интернет. Осенью 2022 года Стефания Маликова вместе со своими друзьями-блогерами на Ваганьковском кладбище осквернила могилу Владимира Высоцкого. Преступники сначала раскопали захоронение, а потом сделали скандальные видео на фоне могилы Владимира Семеновича и выложили данные видео в социальные сети. Шокирующим делом заинтересовалась прокуратура. В Россию приехала последняя жена Владимира Высоцкого, Марина Влади, и в итоге Стефанию Маликову приговорили к 10 годам лишения свободы. На данный момент отбытие уголовного срока происходит в женской колонии города Ижевска. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, блогер, телеведущая и модель Анна Заворотнюк. На данный момент 25-летняя женщина находится в женском СИЗО и готовится к отбытию в колонию строгого режима. Причина наказания – финансовое мошенничество по отношению к своей матери и российскому населению. Все финансовые средства, которые переводили простые люди и известные артисты на лечение Анастасии Заворотнюк, ее дочь использовала в корыстных интересах. Почти 90 миллионов рублей, которые предназначались для лечения Анастасии Заворотнюк, ее дочь потратила лично на себя, на открытие бизнеса, покупки недвижимости, путешествия за границей и открытие модельного агентства. Дочери известной актрисы за подобное деяние грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Без сомнения, самая криминальная женщина российского шоу-бизнеса, мать певицы Натальи Королевой Людмила Ивановна Порывай. Свой криминальный путь 78-летняя женщина начала еще летом 2022 года, когда находилась в Соединенных Штатах Америки в городе Майами.
Первый раз мать Натальи Королевой арестовали за финансовое мошенничество в крупном размере, связанное с недвижимостью, и приговорили к 6 годам лишения свободы. Однако спустя полгода по состоянию здоровья Людмилу Порывай выпустили из американской тюрьмы. Однако ровно через год произошло еще одно чрезвычайное происшествие, в результате которого на данный момент Людмила Порывай находится в женском СИЗО города Москвы. Мать Натальи Королевой обвиняют по нескольким статьям, среди которых убийство сокамерницы и устройство побега для своего внука Архипа Глушко. За ряд тяжких преступлений Людмиле Ивановне Порывай может грозить до 12 лет лишения свободы. Скандал с известным певцом, лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем произошел несколько месяцев назад. Находясь на гастролях в Германии, Андрей Макаревич давал интервью немецкому журналисту Отто Шницелю. Внезапно известный певец вышел из себя и столкнул немецкого журналиста Отто Шницеля с 3-го этажа высокоэтажного здания. Журналист погиб, а против Андрея Макаревича власти Германии завели уголовное дело. На данный момент ведется следствие. Печально известный сын певицы Натальи Королевой Архип Глушко летом этого года угодил в очередной криминальный скандал. Архип Глушко, находясь в неадекватном состоянии под действием запрещенных веществ, лишил жизни и зарезал ректора Института культуры города Москвы Арсения Миронова. Данная история получила наиболее широкую огласку. Архип Глушко за свои тяжкие деяния был помещен в следственный изолятор, однако с помощью преступных элементов и своей бабушки Людмилы Порывай несколько месяцев назад совершил побег из следственного изолятора. Изменив внешность, Архипу Глушко удалось перебраться за границу, где он совершил еще ряд тяжких преступлений, среди которых ограбление банкомата в Австрии, убийство 2 сыновей поэта-песенника Ильи Резника и убийство внучки известного мирового музыканта, солиста группы Modern Talking Томаса Андерса. При аресте Архип Глушко получил тяжелейшие ранения и на данный момент находится в больнице Соединенных Штатов. Сыну певицы Натальи Королевой грозит пожизненное заключение или электрический стул. 28-летний внук Софии Ротару, печально известный Анатолий Евдокименко, уже закончил свою криминальную историю. За чудовищные преступления, которые он совершил в период с 2021 по 2022 год, среди которых ограбление ломбарда, убийство людей, совсем недавно он был приговорен американским судом к высшей мере наказания – электрическому стулу. Народная артистка России Лариса Долина тоже оказалась замешана в криминальном скандале. На данный момент против певицы открыто 2 уголовных дела, и она обвиняется по следующим направлениям. Летом 2022 года Лариса Александровна совершила трагическое ДТП, в результате которого погибли 3 студента Музыкального института культуры. Ну а совсем недавно произошло еще одно чрезвычайное происшествие. Лариса Долина, являясь преподавателем Института культуры, принимала экзамен и поймала одного из студентов за пользованием шпаргалки. Лариса Александровна вышла из себя и ударила молодого человека скрипкой по голове. В результате полученных травм молодой студент ушел из жизни. На данный момент против Ларисы Долиной ведутся следственные работы. Филипп Бедросович Киркоров,
На данный момент против известного артиста открыто несколько уголовных дел. Финансовое мошенничество в особо крупном размере и убийство своего поклонника. Последняя история получила широкую популярность. Год назад, находясь в Самаре на гастролях, Филипп Киркоров обедал в ресторане. В этот момент к нему подошел его поклонник и решил вручить цветы известному артисту. Однако Филипп Бедросович повел себя странно и неадекватно. Он испугался поклонника, не узнал его и толкнул со всей силы, в результате чего 40-летний мужчина упал на пол и погиб в результате черепно-мозговой травмы. Леонид Николаевич Агутин на данный момент обвиняется по двум направлениям. Убийство сотрудника военного комиссариата и нанесение тяжкого вреда своему зрителю, повлекшему летальный исход. Несколько дней назад Леонид Николаевич Агутин во время музыкальной репетиции толкнул со сцены зрителя, который подошел к нему, чтобы взять автограф. Агутин не смог объяснить свой неадекватный поступок и оказался в полиции. К слову сказать, что погибший зритель – это офицер российской армии и бывший участник спецоперации. Внук известной певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков 3 дня назад перечеркнул свою музыкальную карьеру чудовищным поступком. 3 дня назад 32-летний мужчина вместе с товарищами, находясь в Санкт-Петербурге, оказались под действием запрещенных веществ и совершили неадекватный поступок – ограбили Центральный музей в городе Санкт-Петербурге. На данный момент Никита Пресняков и его друзья-музыканты находятся в полицейском участке. Известная актриса Лариса Андреевна Гузеева. На этот раз отличилась ее родная дочь Ольга Бухарова. Месяц назад Ольга Бухарова, находясь в салоне красоты в неадекватном состоянии, лишила жизни парикмахера за неудачную косметическую операцию. Ольга Бухарова застрелила парикмахера из огнестрельного оружия, которое взяла из сейфа своего отца. На данный момент Ольга Бухарова и ее отец Игорь Бухаров находятся в следственном изоляторе. Печально известная мама Ксении Собчак Людмила Нарусова несколько месяцев назад, благодаря усилиям антикоррупционного комитета, женщина оказалась в полицейском участке. Обвинения достаточно серьезные: причастность к заказному убийству и финансовое мошенничество в крупном размере. На данный момент Людмила Нарусова находится в полицейском участке, ведется следствие и расследование. К этому списку можно было бы добавить Ксению Собчак и генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Совсем недавно данные негативные элементы российского шоу-бизнеса находились в полицейском участке, однако при помощи высокопоставленных друзей из высших эшелонов власти данным негативным элементам удалось вновь очутиться на свободе. Однако, как заявил председатель антикоррупционного комитета Никита Михалков, они предпринимают все усилия, чтобы данные субъекты вновь оказались за решеткой. Надо отметить, что в женском следственном изоляторе на данный момент находится и супруга Константина Эрнста Софья Эрнст. Причина обвинения – это причастность к заказному преступлению против антикоррупционного комитета и Никиты Михалкова. Ну и по традиции в конце видео последние новости о работе антикоррупционного комитета. В течение последних 3 дней организация Никиты Михалкова открыла 20 бесплатных столовых для малоимущих людей и пенсионеров на территории городов Калининграда, Воронежа, Санкт-Петербурга и города Москвы. Уважаемые зрители, если вы поддерживаете работу антикоррупционного комитета, любите закон и порядок, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.